буркнул я. Но незнакомца это нисколько не смутило, и он сел напротив меня. «Мужик, я тебе сказал, занято. Свалил отсюда». Я на него посмотрел. Шляпа закрывала все лицо, виднелась только острая бородка. «Молодой человек, я вижу, у вас что-то случилось. Может, поделитесь? Вам легче станет, а я за рассказом вечер скоротаю». И тут меня будто прорвало. Я рассказал незнакомцу все. Он внимательно слушал, иногда кивал, но не произносил ни единого слова. Когда я закончил рассказ, он постучал пальцами по столу и произнес: «Хотите, я решу все ваши проблемы?» «Прям все? Просто так?» Алкоголь давно замутнил мое сознание. «Ну, не просто так, конечно же». «Душу, что ли, хочешь взамен?» – замялся я. «Сделка с дьяволом?» «Молодой человек, неужели я похож на этого хамоватого, невоспитанного и грубого типа, воняющего серой?» «Нет. Так что тебе от меня надо?» «Я решу ваши проблемы. А взамен я не попрошу много. Просто однажды я с вами свяжусь и о чем-то попрошу. А вы обещаете мне выполнить просьбу. А может и не свяжусь, и мы с вами больше никогда не увидимся». «Если я не могу решить свои проблемы, а ты можешь?» Мои мысли путались. «То чем я смогу помочь тебе?» «Я не знаю, понадобится мне ваша помощь или нет», – отвечал незнакомец. «Ну так что, вы согласны?» «Согласен», – рявкнул я. Своей вежливостью и мягким убаюкивающим голосом этот тип начинал меня злить. «Прекрасно. А теперь спать». После этих слов я упал на стол и заснул. Разбудил меня дядя Миша. «Малой, ты чего? «Ты чего?» Это ты», – протянул я пьяным голосом. «Так, все понятно. Домой ты сегодня не едешь». Дядя Миша вытащил меня из-за столика и отвел в свой кабинет, где я благополучно проспал на диване до самого утра. Утром, проснувшись с жуткой головной болью, я вспомнил того незнакомца и начал расспрашивать дядю Мишу о нем. Но он обслуживал клиентов и ничего не видел, а я списал все это на алкогольный сон и желание разделаться со своими проблемами. А затем пошла череда случайностей. Внезапно мое дело закрывают, ввиду того, что кто-то сознался в том, что на самом деле сделал я. Мой кредитор в считанные дни сгорает от рака. Невеста мирится со мной, карьера идет в гору и многое другое. Прошло 2 года, я женился, все было прекрасно. И вот, в одну не очень прекрасную ночь я внезапно проснулся. Жена мирно спала рядом. Я вышел на балкон и закурил. Резкий порыв ветра кинул к моим ногам небольшой лист бумаги. Я нагнулся и увидел, что это конверт. Конверт необычный, сделанный из красивой бумаги, заклеенный сургучной печатью. Я с любопытством поднял его, покрутил в руках, пожал плечами и открыл. Внутри был лист пергаментной бумаги, по которому бежали строчки букв. Докурив, я зашел на кухню, включил свет и посмотрел на пергамент. «Здравствуйте, молодой человек. Мне требуется ваша помощь в одном деле. Я, как и обещал, уладил все ваши проблемы. Пришло время вам выполнять свои обязанности. Я очень надеюсь на ваше благоразумие и понимание. За инструкциями придите на площадь к памятнику маршалу Жукову. Там вы получите следующее письмо». Ничего не понимая, я убрал письмо в ящик и пошел спать. Жена что-то пробормотала во сне, но не проснулась. Утром я поначалу решил, что мне все приснилось, но письмо в ящике доказало обратное. Я пробормотал что-то о том, что не собираюсь выполнять чьи-то глупые указания, и стал заниматься привычными делами. Поехал в свой офис, проверил документацию, вернулся домой и напрочь забыл обо всем. На следующий день я почувствовал легкое недомогание, закинулся антибиотиками и вроде бы стал чувствовать себя лучше. С каждым днем мне становилось все хуже. За неделю из взрослого здорового мужика я превратился в кусок умирающего мяса. Огромная температура стала постоянной спутницей, блевать кровью стало привычно. А этот кашель, о да, куда же без него. А еще это бульканье в легких,
воспаленные глаза, кровоточащие десна и множество других приятных вещей. Врачи лишь разводили руками, удивляясь, как я еще жив. Они говорили, что я должен был скончаться от гноя, скопившегося в легких, от высокой температуры. Да почти любой из моих синдромов мог убить, но я оставался жить. На 9-й день этой чудовищной пытки я не выдержал. «Я согласен на все!» Заорал я в потолок, а в следующую минуту мне стало легче. А еще через 10 минут я уснул. Проспал сутки, а очнулся совершенно здоровым. Жена была счастлива, врачи поражены, но я был мрачен. На следующий день я поехал к злополучному памятнику Жукову. И как в плохом кино, ветер снова швырнул мне в лицо конверт, точную копию первого. Недолго думая, я его открыл и прочел письмо. Я рад, что благоразумие победило. Я не могу сказать, что ваша задача проста, но что поделать. Уговор дороже денег. Так вот, сегодня ночью вы должны поехать на старое городское кладбище. Настоятельно рекомендую вам прибыть туда в 22:00. Возьмите с собой нож и лопату. Дальнейшие инструкции получите на месте. Я прочитал письмо и грустно усмехнулся. Ну да, глупо было бы думать, что этот человек попросит меня ему сигареты привезти. Хотя, а человек ли? В 10 часов вечера я подъехал к старому кладбищу. Заглушив мотор и оставив машину в 20 метрах от входа, я подошел к воротам. Промозглый осенний ветер, казалось, продувал насквозь. Да еще этот проклятый моросящий дождик. Даже не дождик, а мерзкая водяная пыль. На поясе висел нож, на плече покоилась штыковая лопата. Все в точности, как указано в письме. «Ну и что мне делать дальше?» – пробормотал я. «Я рад, что вы пришли», – прозвучал в моей голове уже забытый голос, мягкий и спокойный. «Идите в восточную часть кладбища, увидите расколотый дуб, 3-я могила от него, выдвигайтесь». Негромко выматерившись, я двинулся вглубь погоста. Кресты, надгробия и склепы создавали гнетущее впечатление. На кладбище не было такого сильного ветра, лишь мешали деревья. Хоть что-то радует. Сбоку раздался шорох. Я вздрогнул, резко развернулся и увидел обычную кладбищенскую дворнягу. Псина подозрительно на меня смотрела. Я сунул руку в карман, так как вспомнил, что у меня там завалялась шоколадная конфета. Конфета была развернута и брошена собаке. Дворняга проглотила ее, благодарно кивнула и скрылась среди надгробий и крестов. «Пожалуйста, не отвлекайтесь», – раздался голос в голове. «Да иду я, иду», – буркнул я себе под нос. Вот уже показался дуб, а вот и нужная могила. Я зашел за ограду. «Ну и что? Что дальше?» «Копайте, молодой человек. Потом напоите тело своей кровью. Немного, без фанатизма, пожалуйста. После этого достаньте тело из могилы и идите к машине. Потом получите дальнейшие инструкции». «Чего? Да пошел ты к чертовой бабушке, чтобы черти твою жопу!» Договорить я не успел. Меня бросило в жар, подкосились ноги, в глазах помутнело, голова и все тело отозвались болью. «Копайте, пожалуйста». В голосе появилась настойчивость, и я начал копать. Рядом с могилой росла горка земли, и вот лопата ударилась о крышку гроба. Поддев ее лопатой, я оторвал гвозди и отбросил крышку. В нос ударил мерзкий запах разложения, и в свете луны я увидел полусгнившее тело девушки. На ней было свадебное платье. В глазах трупа копошились черви, хотя где их только не было. Тело было изъеденное, склизкое и мерзкое. При жизни брюнетка сейчас не смогла бы никого привлечь. Пожалуй, даже самый заядлый некрофил на такое бы не польстился. Подавляя тошноту, я опустился на колени, разжал рот трупа, достал нож и разрезал свою руку. Алая струйка побежала по руке, стекая в открытый рот покойницы. И тут я заорал. Тело зашевелилось, и мертвая девушка потянула ко мне свои руки. Я уже собрался выскочить из разбитой могилы и побежать, но короткая резкая боль в голове меня остановила. Я вытащил тело из могилы, вылез сам и замер. Рядом с могилой стояли два существа. Луна вышла из-за туч и осветила их.
Я не заорал только потому, что впечатлений на сегодняшнюю ночь было слишком много. Длинные руки, заканчивающиеся острыми когтями, вытянутые головы, что-то среднее между собакой и человеком, сгорбленные торсы, короткие и мускулистые ноги. Но самое страшное, что эти твари были мертвы. Сошедшая кожа обнажила гниющее мясо и мышцы, местами просвечивали белые кости. Твари стояли и смотрели на меня. «Эй, там наверху!» – прошептал я. «Кто это?» Я точно не уверен, кто это, но точно уверен, что они очень голодные, и конфетой вы от них не откупитесь. А делать-то мне что? Я бы на вашем месте бежал, и бежал очень быстро, но не забудьте, пожалуйста, девушку. К слову, эта самая девушка шевелилась и пыталась встать. Я медленно, без резких движений, поднял этот склизкий, вонючий живой труп на плечо и начал пятиться. Тут одна из тварей подняла вверх череп и издала рев. Моя реакция не заставила себя ждать. Я развернулся и рванул к выходу. Ну, рванул громко сказано. Моя поклажа болталась и билась о мою спину. И я бежал, а в голове были дурацкие мысли. Вот если у нее сейчас голова оторвется, мне надо будет за ней возвращаться или и так сойдет? Сзади раздавался рев и топот. Кадавры настигали меня. Я уже мысленно прощался с женой и жизнью. Внезапно я споткнулся и кубарем полетел на землю. Поднявшись на локтях, я развернулся и увидел, что оба упыря неспешно бредут ко мне. Видимо, поняли, что обед никуда не денется. Моя конвоируемая возилась на земле, мычала и пыталась встать. Говорить не могла. Видимо, язык и гортань уже были съедены червями и прочими милыми насекомыми. И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Между мной и вурдалаками появилась дворняжка, которую я буквально 2 часа назад кормил конфетой. Вот же глупое животное, тоже ведь сожрут. Промелькнула в голове мысль. Нежить замерла в нерешительности на пару секунд, но затем двинулась вперед. Внезапно песик начал увеличиваться в размерах, встал на 2 лапы, а передние превратились в когтистые руки. То, что несколько секунд назад было псом, повернулось ко мне и прорычало. «Пошел вон отсюда! Быстро!» Дважды меня просить было не нужно. Я схватил свою спутницу и побежал к выходу. Сзади послышалось: «Я здесь хозяин, твари! Я!» Затем рев 3-метрового звероподобного чудовища, звук разрываемой плоти и уже не устрашающий рев, а жалобный визг нежити. Добежав до машины, я положил свою поклажу, без сил опустился на землю и, привалившись к колесу, закурил. «Вы очень способный, молодой человек. Я восхищен вами. Осталось совсем немного». «Совсем немного? Что, спуститься в жерло вулкана? Убить дракона? Сломать кольцо всевластия?» Психанул я. «Пожалуйста, не ерничайте. Прочитайте над ней вот это». И он прочитал мне текст на каком-то языке, очень напоминающем латынь. Я даже не задумался, как смог запомнить это с первого раза. После последнего слова тело окутал зеленоватый туман, а когда он рассеялся, на асфальте вместо гнилого, шевелящегося трупа лежала девушка. Бледная, со слабым дыханием, без сознания, но живая. «Теперь отвезите ее на пустырь за рекой и оставьте там». Я не стал ничего говорить. Просто положил девушку на заднее сиденье и повез за черту города. Меня не останавливала дорожно-патрульная служба, и все светофоры были зелеными, будто все было сделано для меня. А вот и пустырь. Я выгрузил бесчувственное тело и положил на траву. Вы прекрасно выполнили свою часть договора, молодой человек. Я благодарен вам. Вы мне больше ничего не должны. Ступайте. Я сел в машину и поехал в город. Но через 20 минут понял, что засыпаю. Остановился у обочины, откинулся на сиденье и заснул. Сон ушел только утром. Тело жутко болело. Я был весь грязный, с синяками под глазами и абсолютно седой. По привычке, сунувшись в карман за сигаретами, я нащупал там клочок бумаги. Готовый ко всему, я развернул его. Еще раз спасибо за работу, молодой человек. Возможно, мы еще встретимся с вами. Если вам вдруг понадобится моя помощь, просто сожгите этот клочок бумаги.
В конце текста стоял улыбающийся смайлик. Я еще раз посмотрел на написанное, скомкал бумажку и выкинул на дорогу. Случилось это 6 лет назад. Я тогда только вернулся из армии, заряженный по самую макушку планами на будущее. Перво-наперво я решил перебраться к отцу в город побольше и начать там новую жизнь с новыми возможностями. Единственной проблемой была моя мачеха. Можете себе представить плохую мачеху из фильмов и книг? Так вот, это она. Знаю, в это трудно поверить, ведь никаких объективных причин меня ненавидеть у нее не было. Но тут уж ничего не поделать. Поиски жилья становятся еще интенсивнее. И наконец свершилось. Жилье, подходящее мне по всем критериям, найдено. Но вот незадача. Хозяйка просит выждать 2 недели до въезда. Детали обговорены и дело в шляпе. За исключением того, что целых 2 недели мне придется терпеть само исчадие преисподней. Я решаю куда-нибудь заехать на эти 2 недели, пока моя квартирка не освободится. На самом деле, я был готов въехать куда угодно. В тот момент я бы даже заехал в 9-й круг ада, если бы мне гарантировали, что моя мачеха там не работает. Нашел по-быстрому объявление, и мы поехали смотреть. Мы, потому что моя мачеха решила в этом проявить инициативу, поскольку ей не терпелось избавиться от меня не меньше, чем мне от нее. Поблуждали по каким-то улочкам и въехали в нужный район. 3 этажа и 2 подъезда, по 2 квартиры на этаже. Вот такие вот дома. Внешне они представляли собой просто убогое зрелище. Мне, как вы уже поняли, было все равно. Одна часть здания выходила на тротуар и безлюдную дорогу, а другая в парк и импровизированный дворик с крошечными заборчиками. В подъезде пахло подвальной сыростью, но было очень чисто. Молодежь тут не жила, как я понял. Выкрашенные в зеленый цвет стены были на удивление чистые и напрочь лишены надписей и спичечных подвалов. 2 квартиры 1-го этажа наглухо замурованы. С другой стороны дома разместился крошечный продуктовый. Поднимаемся на 3-й этаж. В квартире нас уже встречает хозяйка. Милая радушная женщина лет 40 все быстро нам показала. А смотреть там особо-то и не на что было. Комната, зал. Там стояла кровать с панцирной сеткой и шкафом. Туалет в крошечном закутке. И кухня с самопальным душем там же. Комнат для ванны в этом доме вообще не предусмотрено. Видимо, предполагалось, что люди будут мыться на заводе и в местной общественной бане. Честно говоря, я вообще не знаю, чем руководствовались при постройке этих домов, но вот что есть, то и есть. Мой энтузиазм был немного поубавлен, но видя маячущую мачеху, я тут же согласился. 2 недели всего лишь потерпеть. Для хозяйки мой 2-недельный срок был в радость. Видно, что вниманием постояльцев она не была избалована. Никого из соседей я так и не увидел, а про себя я решил, что никто, кроме древних старух, печально доживающих свой век, тут жить не будет. Разложил вещи, достал ноут, запустил тихонько музыку, чтобы было чуть повеселее, заправил постель на скрипучей кровати с сеткой, взял пиво с чипсами и засел в интернет, наслаждаясь одиночеством. Усталость дня наконец дала о себе знать. К 12 я начал клевать носом. Но сил хватило только лишь, чтобы поставить пиво на пол. Даже свет пойти на кухне выключить мне было лень. Так я незаметно для себя и заснул под тихое мурлыканье плеера в ноуте. Проснулся я от грохота. Едва разлепив глаза, я даже сначала не понял, где нахожусь. Реальность возвращалась ко мне волнами. На секунду мне показалось, что грохот мне приснился, как он снова раздался. Колотили во входную дверь. Да так сильно, что не оставалось сомнений. Это явно не бабуся божий одуванчик решила попросить у соседа немного соли посреди ночи. Вконец ошарашенный и абсолютно ничего не понимающий спросонья, я ломанулся ко входной двери. Я не сразу вспомнил, как открывается замок, и провозился с ним дольше, чем нужно. Почему-то спросить кто, мне даже и в голову не пришло.
Только я открыл дверь, как из темноты лестничной клетки в квартиру ввалилось нечто. Оказавшаяся девушка лет 20 на вид, взъерошенной и в одном нижнем белье. Сказать, что я был озадачен таким раскладом, ничего не сказать. Девушка же закрыла входную дверь вместо меня и, тяжело дыша, прислонилась к косяку в прихожей. А потом у нее началась истерика. Я по-прежнему пребывал в состоянии глубокой прострации. Тут у меня наконец начал работать мозг. Я притащил рубаху и обернул девушку легонько. Честно говоря, она больше походила на тряпичную куклу, настолько была безвольной. Взял ее за плечи, дотянул до кухни и усадил там на табурет. На все мои попытки ее разговорить, я услышал только всхлипывание. Потом она начала смешно икать, и я чуть не рассмеялся в голос от абсурдности происходящего. Видимо, у нее тоже был шок от пережитого. Налил ей соку и дал выпить. Руки у нее дрожали мелкой дрожью, и тут мой очнувшийся мозг начал оценивать ситуацию. А что, если ее муж перепил и гонялся за ней с ножом? Насколько долго продержится хлипкая дверь до того, как наши доблестные органы правопорядка сюда доберутся? Хотя кольца вроде нет. А что если сожитель? Пока такие невеселые мысли посещали мою голову, она вдруг начала говорить что-то связное. Оказалось, она моя соседка напротив, снимает тут квартиру одна. Говорит, что посреди ночи начала слышать что-то странное. Тут она снова начала всхлипывать и икать. В общем, ситуация ясна. Как и подобает мужчине, я должен был сходить и проверить, что там. В этот момент я понял всех глупых голливудских героев, которые идут туда, где по всем законам жанра притаился убийца. Но они все равно идут проверить. Нашариваю в прихожей тапки и открываю дверь. Темный лестничный пролет и приоткрытая напротив дверь. Из нее мягко льется свет прихожей. Видимо, убегая, девушка все же включила свет или же спала с ним. Дохожу до середины лестничной клетки и смотрю вниз. Ни на одном этаже нет света. Понятно, первый замурован, без жильцов, а на втором, дай бог, две старухи живут. Зачем им свет ночью на площадке? И никто не вышел узнать, что за шум. Девушка выглядывает из двери моей квартиры, видимо, боится оставаться одна, или даже боится, что со мной что-то случится. Тут мне впервые стало жутко. Нарочито уверенным шагом я дохожу до ее квартиры и захожу внутрь. Внутри уже чувствуется девичий уют, сладкий запах духов и одежды, но на заднем фоне этот неуловимый запах старины. Знаете, бывали, наверное, в домах у стариков? Вот это самое. Тишина. Едва уловимо икает девчушка, и где-то за 1 000 000 километров почти не слышно играет плеер на ноуте. Про себя я отметил, что несмотря на то, что она вышла на лестничную клетку, в квартиру девушка не зашла. И что же она, интересно, тут услышала? Вхожу в зал. Разобранная и смятая постель. Где выключатель света, не знаю, но мне хватает освещения из прихожей, чтобы все разглядеть. Обстановка в разы побогаче моей. Поднимаю халат и пояс. Это ей точно пригодится. В квартиру до утра, понятное дело, она не вернется. Не могу вспомнить, босая она вбежала или нет. Скорее всего, времени надеть тапки у нее не было, но и здесь я их не вижу. Я замираю, пытаюсь услышать хоть что-нибудь. Где-то по дороге, шурша шинами, проезжает машина. Гудит на кухне старый холодильник. В остальном абсолютно тихо. Дом старый, звукоизоляции никакой. Скорее всего, старушка этажом ниже проснулась выпить таблеток посреди ночи и наступила на своего кота, ну или что-то в этом роде. Планировка этой квартиры другая. Коридор тут длинный и упирается в туалет. Налево кухня, направо еще одна комната. Тихонько иду до кухни. Ноги гудят от напряжения. Заглядываю туда. Света попадает мало, но все же достаточно, чтобы понять, что тут пусто. Все чисто и аккуратно. На столе стоит допотопный чайник для заварки. Видны контуры дребезжащего холодильника. В туалет заглядывать не стал. Поворачиваю ручку и легонько толкаю дверь во вторую комнату. Она с протяжным скрипом открывается. В свете уличных фонарей можно мало различить. Шкаф,
кровать вроде моей, со сложенной на ней пирамидкой подушкой и здоровенным сундуком в углу. В комнате полно всякого скарба, который, видимо, остался от старика, жившего здесь, и который родственники поленились выкинуть. Я сделал пару шагов в темноту и присел на корточки, заглянул под кровать. Тоже пусто. Вышел из комнаты, не поворачиваясь спиной к темноте, и закрыл за собой дверь. Я еще раз заглянул на кухню и тихо побрел в направлении выхода. Наверное, просто шумы с улицы, вот девчушка и переволновалась. И тут я это услышал. Дверь в комнату протяжно заскрипела. Я, наверное, просто плохо ее закрыл. Сквозняк, вот и все. Вернуться назад, чтобы закрыть дверь, я даже не подумал. Вместо этого быстрее ринулся к выходу. В прихожей должны быть ключи, чтобы запереть квартиру. Я начал судорожно оглядывать крючки и вешалки. Заскрипела старая кровать с панцирной сеткой. Да нет же, мне просто это слышится. Ключи лежали на комоде, я их с легкостью подхватил и тут же выронил. Быстро поднял с пола и поспешил к двери. Вдруг мне пришло в голову, что входная дверь полузакрыта. А что, если она сейчас захлопнется? Тут я услышал шарканье. Кто-то, надев тапочки, спешил ко мне из дальней комнаты. Характерный шаркающий звук ни с чем не спутаешь. Руки покрылись гусиной кожей. Я выскользнул за дверь, даже не потрудившись выключить свет, и начал пытаться вставить ключ, что было непросто, учитывая, что источников освещения на лестничной клетке теперь не было. Шаги приближались. Кто-то спешил за гостем, пока он не успел уйти. Если бы входная дверь не была закрыта, я бы уже это увидел. Поворот ключа, и замок вошел в паз. Что-то затаилось под дверью, может, даже наблюдало за мной в глазок. Поразительно, но если предыдущее шарканье я мог списать на проснувшуюся этажом ниже старушку, то вот непередаваемое чувство взгляда на себе я отрицать не мог. Из-за двери послышался вкрадчивый шепот. Там что-то шептало охрипшим голосом. Слова, которые я не мог разобрать, но тон я узнал. Таким уговаривают кого-то. Уговаривают что сделать? Открыть дверь? Остаться? В 2 шага я преодолел площадку и заперся в своей квартире. Смастерив подобие спокойствия на лице, я вошел в кухню, где с виноватым видом сидела эта девчушка. Истерика прошла, и она уже ощущала свою вину за вторжение. Я развел руками. Наверное, мыши. Они порой столько шума могут наделать, что кажется, у вас дома целая рота солдат расквартирована. Девушка вяло улыбнулась, а я подумал о мышах, которые в тапочках спешат проводить запоздалых гостей. Лена, как она представилась, даже пыталась оправдаться, но я ее остановил. Она может оставаться здесь столько, сколько захочет, а утром сама решит, что делать. На этом тема была исчерпана, и что она услышала, я так и не узнал. Она съехала следующим же днем, а я проспал эти 2 недели со светом и музыкой. Вяло вертелся до утра, иногда вставая, чтобы проверить замок на входной двери. И когда я выглядывал в глазок на темную лестничную клетку, то думал, смотрит ли кто-нибудь на меня из пустой квартиры напротив. Как-то я познакомился с одним парнем лет 30, и по ходу разговора выяснилось, что у нас дача в одном дачном кооперативе. Парень долго ходил вокруг да около, а потом все-таки спросил меня, не замечал ли я в окрестностях что-нибудь странное. Когда я ответил отрицательно, он замолчал и попытался перевести разговор. Но я уже был заинтригован и сумел вытащить из него умопомрачительную историю, после которой мне целиком и полностью расхотелось ехать на те дачи, да и вообще ночевать за городом. Далее рассказ ведется от лица того парня. Мои родители купили эту дачу за довольно приличную сумму. Отжили в ней 2 сезона, благоустроили по мере возможностей, разбили садик и даже вскопали небольшой бассейн под яблонями.
Но потом мать умерла, и дача была заброшена на пару лет. Со временем отец оправился и снова вернулся на дачу. Однако через 4 года умер и он. Нашли его в дачном домике с остановившимся сердцем. Сердечный приступ, так сказали медики. Я особо не интересовался дачей, но иногда заезжал туда по мере возможности, не давая ей приходить в запустение, и несколько раз проводил там ночь, либо один, либо с друзьями. Никогда и ничего такого я за этой дачей и окрестностями не замечал. Однажды после тяжелой рабочей недели я решил провести выходные на природе и уехал на дачу. Субботу я провел, валяясь на траве под яблонями и читая книги. А вечером устроил себе скромный ужин и просмотр 3,5 каналов старенького телевизора. К моменту начала описываемого ниже кошмара стояла безветренная, но уже прохладная августовская ночь. Я выключил телевизор и раздумывал, лечь ли мне спать или еще немного почитать. И вот тут, посреди вселенской тишины, которую никогда не услышишь в городе, в дверь моего домика кто-то постучал. Вам станет понятен мой ужас, который скрутил мне живот и заставил похолодеть так, как никогда в жизни, когда я поясню следующее. Дверь домика выходила не в переулок, а в сад. Чтобы добраться до крылечка, нужно было войти на участок через калитку, проследовать по тропинке, окруженной сливовыми деревьями и шиповником, и при этом обойти дом почти по всему периметру. Иного способа попасть к двери не имелось. Участок был окружен высокой сеткой, которую перелезть было невозможно, разве что перелететь. Я бы мог предположить, что стучатся соседи, но вряд ли это были они, так как, во-первых, ближайшие соседи ночевали через 2 дома от меня. Во-вторых, нормальные соседи все-таки постучатся в освещенное окошко, выходящее в переулок, или покричат с улицы. А в-третьих, калитку я собственноручно закрывал на ночь на внушительный висячий замок с внутренней стороны. Так что, услышав стук в дверь, я испытал невыразимое ощущение и, наверное, чуть не потерял сознание от нахлынувшего чувства страха. Пока я обо всем этом размышлял, стук настойчиво повторился. Я пересек комнату, где смотрел телевизор, зашел в комнатку, служившую прихожей, и замер у двери. На крылечке молчали, ни слова, ни шороха. И я собрал всю силу воли и дрожащим голосом спросил, кто там. В ответ я услышал слабое, неразборчивое бормотание и какое-то хихиканье. Было невыносимо страшно. И я подумал, что сплю, и мне снится кошмар. В голове от страха все помутилось, в глазах стоял туман, а в ушах звенело. Через секунд 10 бормотание прекратилось, и я услышал чмоканье. Такой звук обычно производят при озвучке поцелуев в мультфильмах или в карикатурном кино. И я понял, что дело нечисто, и надо как-то обороняться. Не знаю, какими доселе незамеченными у себя силами я оттащил от стены тумбочку и приставил ее к двери. На крыльце закопошились и стали непрерывно стучать в дверь, вперемешку с более громким бормотанием и чмоканьем. Я выскочил из комнатки и понял, что в общем-то влезть в дом через 2 широких окна невероятно просто. Достаточно только разбить стекло. Единственным для меня решением оказалось забраться на чердак и втащить за собой лестницу, которая тоже была нелегкой, и которую я также неожиданно для себя поднял наверх за пару мгновений. Люк на 2-й этаж я прикрыл и ловко придавил лестницей и какими-то мешками с хламом. Оказавшись на чердаке и переведя дух, я осмотрелся, отчаянно думая, что делать дальше. Стук в дверь не прекращался. Остальные звуки также были прекрасно слышны. Летний домик строился из легких материалов с целью проведения досуга, но никак не обороны. В чердачном окошке, выходящем в сад, я увидел бледный свет и понял, что на крыльце у меня все еще включено освещение. Искушение было невыносимым. Я подпрыгнул к этому окошку, прислонился лицом к пыльному стеклу и попытался разглядеть, что происходит у порога. Саму дверь я не видел, но того, что я разглядел, мне хватило на всю жизнь. Я стоял на коленях, но мои ноги подкосились так, что я упал на пол и заплакал.
На той части крыльца, что мне удалось рассмотреть, я увидел бесформенную темную массу, отливающую черно-синевой в свете фонаря. Она словно клубилась и пузырилась, из нее постоянно тянулись какие-то отростки и снова исчезали внутри. Она пульсировала и волновалась, причем казалось, что эти волны не заканчиваются на объеме, а идут дальше по воздуху, отравляя ужасом все вокруг. Но это еще не все. Рядом с крыльцом, в тени, я увидел две замерзшие фигуры. Нечеловеческие фигуры. Длинные, тонкие, без рук, похожие на гигантские спички. Они слегка качались, как будто на ветру. Я не видел их глаз, но знал, что они смотрят на меня. Я отскочил от окна, упал на доски и заплакал. Я слышал, как стук прекратился, а дверь отчаянно заскрипела. Слышал, как что-то треснуло, видимо, сломался дверной замок, и как тумбочка загремела по полу, когда ее двигали. Бормотание раздалось прямо подо мной. Через щели в неплотно пригнанных досках пола я увидел, что в домике погас свет. Деваться было некуда. И тут во мне появилась обреченная решимость. В 2 прыжка я достиг окошка напротив, которое выходило в переулок. К счастью, оно открывалось. Я плохо помню, как из него вылез, спрыгнув на землю в кусты жасмина, и, вероятно, сильно поцарапался. Плохо помню, как перелез через калитку, скорее всего, просто перепрыгнул. Помню, что я бежал по переулку к дому соседей, в котором горел свет, и чего-то орал. Ломился в калитку и боялся обернуться. На мои вопли вышел сосед. Молча и без слов втащил меня за забор. А потом в моей памяти случился провал. По-видимому, я впал в шоковое состояние, и обрывки воспоминаний довольно трудно уложить в нормальное повествование. Проснулся, а вернее сказать очнулся, я у соседа на веранде. Сосед стоял и внимательно меня рассматривал. Я вспомнил весь кошмар, и меня начало трясти. Сосед приказал мне встать и идти с ним. Вместе мы отправились к моей даче. Калитка была распахнута настежь, дверь в дом выломана, распотрошенная тумбочка плавала в бассейне в саду. В комнатах были разбиты все лампочки и электрические устройства. Люк на чердак был закрыт, но заляпан чем-то вроде высохшей слизи. Сосед опять ничего не сказал, а просто достал моток медной проволоки. Эту проволоку мы стали натягивать на уровне 3 сантиметров над землей по периметру участка вдоль забора. Под калиткой сосед сказал мне вырыть яму глубиной около 1,5 метров. Он сходил к себе домой и принес что-то в мешке. Содержимое мешка он закопал под калиткой. Что именно это было, я так и не смог разглядеть. Я потихоньку приходил в себя и попытался получить от соседа объяснение. Тот меня оборвал. «Лучше тебе не знать, больше такого не случится», но попросил меня не выходить в полнолуние за пределы участка. Можно подумать, что у меня вообще возникнет желание провести здесь не то что ночь, а даже день. Кстати, проходя позже мимо дачи соседа, я разглядел потускневшую проволоку, бегущую вдоль его забора. Под воротами ничего необычного я не заметил. С тех пор я не ночую на той даче и безуспешно пытаюсь ее продать. Несколько раз из другого города приезжал мой двоюродный брат и с моего неохотного разрешения ночевал на даче со своими друзьями. Над предупреждениями о чертовщине он только посмеялся и сказал, что я просто переутомился на работе. Ни о чем странном во время этих кутежей брат не упоминал. А я начинаю думать, что инфаркт отца произошел отнюдь не по естественным причинам. Кто были эти существа и чего они хотели? Чем больше я об этом думаю, тем хуже сплю по ночам. Впрочем, по прошествии 3 лет я уже начинаю сомневаться, что это со мной произошло. Мне кажется, что я все это выдумал. Таким образом, мой организм пытается защититься от шокирующих воспоминаний. Проволока в заборе в нескольких местах порвалась, и надо бы ее заменить. Только мне это кажется какой-то нелепой шуткой, и я оставлю все как есть. Мне очень хочется поверить, что ничего этого не было.
Когда я еще учился в 7 классе, случилась со мной одна очень странная история. В то время у нас были такие уроки, как труды, которые воспринимались нами, школярами, бесполезной тратой времени и сил. В нашей школе труды вел Табуретыч. Никто не знал, когда к нему прицепилось это отражающее суть его профессии прозвище. Все, даже преподаватели, сколько себя помню, называли его именно так. И на эту фамильярность он никак не возражал. Может, это и была его настоящая фамилия, кто знает. Работать руками Табуретыч умел хорошо. Был он человеком добрым и трудолюбивым. Голос на нас старался никогда не повышать. И постоянно тоже мастерил какие-то вещицы на уроках. Несмотря на это, был он человеком одиноким. Всегда держался особняком и от других учителей, и от нас. И естественно, как и полагается человеку его поприща, выпивал. Но была у него одна изюминка, которая разительно отличала его от других коллег-трудовиков. Когда он напивался, а случалось это не так уж и часто, то не отлеживался где-нибудь в каморке, а сразу брался за инструменты и принимался творить. При этом из-под его рук возникали не обычные предметы, а декорации, способные пробудить вдохновение даже у бывалых писателей-фантастов. Если он делал стул, то обязательно резной, со встроенной раскладушкой для ног и выдвижными ящиками. Если Табуретыч изготовил держалку для карандашей, то без орнамента с футуристическими или фэнтезийными мотивами никуда. За то, что он вел урок пьяным, его особо и не судили. Справляется человек со своей работой, ну и хорошо. В тот раз меня попросили отнести ему классный журнал. Когда я вошел в кабинет, то трудовика на своем месте не обнаружил. Класс был пустой и пах древесными опилками. Впереди виднелась приоткрытая дверь, ведущая в подсобку, из которой доносились звуки какой-то возни. Я уже собрался позвать Табуретыча, дабы вручить тому журнал и благополучно уйти домой. Уроки тогда уже кончились, но вдруг услышал из-за двери: «Папонька, а что такое самолет?» Голосок был тоненький и писклявый. «Самолет-то? Ну, это такой железный механизм, на котором люди производят полеты по небу», ответил на вопрос хрипловатый голос Табуретыча. «Ух ты! А я когда-нибудь полетаю на самолете?» Я очень удивился. У Табуретыча есть ребенок? Любопытство взяло верх, и я, медленно подкравшись к двери и стараясь не скрипеть досками половиц, чуть заглянул в помещение. Каморка была небольшого размера, имевшая столярный стол с инструментами. На потолке горела незамысловатая люстра, состоящая из вкрученной в черный патрон лампочки. Из помещения доносился сильный запах железа и лака, перебивающий возле двери аромат опилок. Табуретыч возился с чем-то в дальнем углу. На столярном столе расположилась деревянная кукла с книгой в руках. Я уже собирался было поискать взглядом ребенка, когда куколка шевельнулась и издала тот же писклявый звук. «Папонька, а что такое телефон?» «Вот тена, это только что кукла сказала?» Я присмотрелся к ней повнимательнее. Небольшая, деревянная и кривоватенькая. Ручки и ножки шарнирные. На круглом, недоброго вида деревянном личике вырезаны и разукрашены глазки и рот. Тогда как роль носа выполняло лезвие шила или гвоздя, я так и не разобрал. От вида этого изделия столярного творчества у меня сразу промелькнула мысль: вздорный Буратинка. Самое же главное было то, что кукла слегка подергивала руками и ногами, рассматривая при этом какую-то толстую книгу, как живая. И я завороженно продолжал наблюдать за этим Буратинко. При этом интуиция так и кричала: «Жди от него беды». Тот неприятным писклявым голоском задавал Табуретычу разные вопросы, на которые трудовик отвечал, не отрываясь от какого-то своего занятия. В конце концов, Буратинко оторвал взгляд от книги, осматривая все вокруг, и заметил меня. «Папонька, а это кто?» Рот куколки двигался как у людей. Глазки продолжали любопытно буравить меня, при этом периодически моргая. От такого внимания у меня будто волосы наэлектризовались на теле. Стало как-то не по себе. «Где? В книге-то? Витюша, подожди. Сейчас я тут доделаю и посмотрю, что там у тебя», — сказал трудовик. «Да не в книге, а в двери». Табуретыч, словно укушенный, резко подскочил, подбежал к двери и захлопнул ее прямо перед моим носом.
Все произошло так быстро, что я даже вздрогнуть не успел, а так и продолжал стоять все в той же позе, как истукан. В голове быстрой, беспорядочной стайкой роилась куча вопросов и мыслей. Наконец, я взял себя в руки и вспомнил, зачем меня сюда послали. «Я вам журнал принес, занести просили. Я его положу вот сюда, хорошо?» Неуверенно сказал я, глядя в дверь, бессмысленно показывая рукой на скамью рядом с собой. Затем бросил на нее журнал и пулей вылетел из класса. Весь этот день меня мучило лишь одно – что это было? Я старательно пытался найти на этот вопрос ответ, чтобы унять свое любопытство, но ни один из придуманных вариантов так и не смог заставить меня окончательно забыть про ту куклу в подсобке. Удавалось лишь на малое время получить иллюзию безразличия, которая вскоре все равно растворялась в океане новых вопросов и предположений. Ложась спать, я твердо решил узнать, что это за кукла. На следующий день, едва отсидев первый урок, я сразу направился к кабинету технологии, расположенному на первом этаже. К моему огорчению, он оказался заперт. Пришлось ограничиться простым подслушиванием. Приложил одно ухо к двери и закрыл рукой другое, в попытке заглушить заполняющий коридор шум и гам. Ничего. Расстроенный, я направился на следующий урок. Дверь так и была заперта до третьего урока, времени обеда, после которого я застал Табуретыча уходящим. Это был мой шанс. Я дождался, пока он уйдет, и проверил дверь. Открыто. Некоторое время я еще походил по коридору, убеждаясь, что рядом нет других учителей. Иначе ко мне могли бы возникнуть досадные вопросы по поводу проникновения в пустой кабинет, где в ближайшее время не должно быть уроков. Затем я вошел в кабинет, смотря на закрытую дверь впереди. Крадучись, минуя столы с тисками, я осторожно подобрался к ней. Прислушался. За дверью кто-то явно был. Из подсобки доносилось какое-то негромкое деревянное постукивание, будто двумя черенками бьют друг об друга. Затем оно сменилось звуками столярных хлопот. «Папонька будет мной доволен», — услышал я все тот же голосок, приглушенный дверью. Меня охватило волнение. Аккуратно проверил дверь. Закрыто. Увидев замочную скважину, я решил понаблюдать в нее. Внутри было темно. Однако мне все же удалось рассмотреть небольшой копошащийся силуэт. Буратинка, сразу понял я. Он был поглощен своей работой. Постоянно перемещался, переносил разные вещи, рассматривал их и откидывал, а затем стал что-то распиливать. Не знаю зачем, но я постучал в дверь. Фигурка остановилась, насторожилась. «Папонька, это ты?» Донесся до меня противный тоненький писк. Я промолчал. «Папонька, ты вернулся?» Фигурка подбежала к двери. Я еле успел отскочить, как в замочную скважину высунулось острие носа, чуть не лишив меня глаза. «Ура! Папенька вернулся! Папенька вернулся!» Радостно доносилось из-за двери. Вскочив на ноги, я выбежал в коридор. Сзади меня продолжали доноситься веселые беснования деревянного дьяволенка. Теперь стало понятно, что это точно не обычная заводная игрушка, созданная Табуретычем от нечего делать, а что-то иное, живое существо, пускай и из дерева. Всю оставшуюся неделю я был на взводе. Даже попытался, как бы невзначай, завести разговор с одноклассниками, не замечали ли они какие-нибудь странности в кабинете у Табуретыча. Как и ожидалось, никто был не в курсе, поэтому мне пришлось делать вид, что ничего не произошло, дабы не прослыть среди других ненормальным. В пятницу 2 последними уроками у нас шли труды, где я всячески притворялся, что не в курсе секрета Табуретыча. Это получалось плохо. Временами я ловил себя на мысли, что подолгу смотрю на запертую дверь подсобки, после чего вновь быстро приступал к своей работе. Трудовик же внимательно следил за мной весь урок, с суровым взглядом прожженного следователя, будто догадываясь. Его глаза так и говорили: «Я знаю, что ты знаешь». Из-за волнения с заданием я тогда справлялся очень плохо. Доски распиливались вкось, разметки делались криво. Урок, как назло, длился очень медленно. Когда наконец прозвенел звонок, я собрался было выскочить из класса, но серьезный голос Табуретыча поймал меня прямо на выходе. «Симонов, задержись». Напряжение усилилось.
Когда последний одноклассник вышел из кабинета, Табуретыч закрыл за ним дверь. Я откровенно запаниковал. Убивать, что ли, будет? Как нежеланного свидетеля? Или Буратинку натравит? Если я буду кричать, то меня ведь спасут? Огромное количество неприятных мыслей отравляло мою голову, и я уже хотел было попытаться сбежать через окно, когда Табуретыч просто сел за свой стол и сказал: «Да, живая кукла из дерева». Жестом руки пригласил сесть рядом. Я сел. Табуретыч достал из ящика 2 стакана и бутылку. Посмотрел на меня, задумался, хмыкнул и убрал один обратно. Налил, выпил, после чего продолжил. «У меня бабка была с особым даром. Ведунья. Порчу там снять или с глаз какой». Трудовик снова наполнил стакан и убрал бутылку обратно в ящик. «Так вот, ходили к ней со всей области, за советом каким или болячку снять, и уходили довольные. От нее мне и достался странный дар, так сказать, в наследство. Мне она еще все детство твердила, чтобы я никогда не напивался. А если уж и напьюсь, то ни в коем случае не должен притрагиваться к столярным инструментам, иначе меня это погубит. А понял же я, что именно она тогда имела в виду, лишь намного позже». Махом опустошил стакан и тоже убрал его. Я молча слушал. В общем, если я напьюсь хорошенечко и сделаю что-нибудь из дерева, то вещь-то магическая получается, с волшебной силой. Мне жутко захотелось улыбнуться и как-нибудь сострить, но я снова вспомнил про куклу и быстро взял себя в руки. Табуретыч продолжал. «Однажды я так сильно напился, что не помню вообще, что делал. Отрубился и темнота, понимаешь?» Я покивал, делая вид, что понимаю. Однако же, когда пришел в себя, то стоял возле своего столярного стола со шкатулкой в руке. Вокруг валялись инструменты, древесная стружка. Как именно я делал эту шкатулку, не помню, но ясно было то, что сделана она была мной. Через некоторое время я заметил, что вещи возле нее стали пропадать. Оставлю книгу рядом, ухожу куда-нибудь, возвращаюсь, нет книги. Хотя отлично помнил, что именно сюда ее и положил. «Так вы же вроде при нас пили и вещи мастерили». Внезапно, набравшись храбрости, я его перебил. На что Табуретыч лишь грустно усмехнулся. «Чтобы вещь волшебная была, нужно напиться до полного отруба». «А при чем тут кукла?» – спросил я. «Витенька-то? Подожди, и до него рассказ дойдет». Табуретыч задумался, некоторое время помолчал, затем продолжил. «Так вот, стали возле шкатулки пропадать вещи разные. Ну я и смекнул, что нужно проверить что да как. Поставил, значит, я шкатулку эту на стол, положил рядом с ней гайку, а сам за диван спрятался и наблюдаю. И тут...» Он взволнованно повысил голос. «Вылезает из нее чертенок. Классический такой, рогатый, с копытцами. Он хватает гайку и обратно в шкатулку, только его и видали. Я тогда так за диваном и просидел, наверное, с час, пока не решился вылезти. А как только вылез, так сразу шкатулку эту проклятущую схватил и на помойку отнес. Лишь после этого случая я вспомнил слова своей бабки. С того момента старался больше не напиваться до чертиков». Посмеялся над своим каламбуром трудовик. «Да, но, к сожалению, не всегда получалось вовремя остановиться». «А Витенька этот ваш, получается, по той же причине появился? Из-за вашего дара?» – осторожно поинтересовался я. «Да», – усмехнулся он. «По той же. В общем, вот как было дело. Некоторое время назад я праздновал свой день варенья. Праздновал я его один, ну вот и решил накатить. Думал, что вовремя смогу взять себя в руки. Да прокололся. Выпью одну – нормально, вторую – тоже». В общем, в определенный момент я и не заметил, как на глаза резко опустилась черная пелена. Очнулся я опять в своем гараже, возле стола, а у моих ног кто-то бегал. Я сначала подумал, что зверь какой затесался. Смотрю вниз, а там ребеночек, деревянный, и ручки ко мне тянет, так тянет. Табуретыч улыбнулся, и мне показалось, что на его глазах навернулись слезы. «Папенька меня называет». В общем, я его Витенькой и назвал, сыночка-то своего. Табуретыч замолчал и задумчиво уставился на дальнюю дверь кладовки. Некоторое время я еще автоматически продолжал кивать.
Посидев так в тишине около минуты, я уже встал и собирался уйти, когда Табуретыч снова ко мне обратился. «Симонов, подожди. Я надеюсь, ты понимаешь, что о Витеньке лучше никому не говорить. Так будет лучше для его безопасности. Он же обычный ребеночек, пусть и деревянный. Не нужно к нему лишнего внимания. Понимаешь?» «Да, я понимаю». Качнул головой я. «Вот и хорошо. Ты тогда иди домой, отдыхай, а я тут пока посижу». «А где он сейчас?» – поинтересовался я. «Витенька сейчас спит. Набегался за день, устал». «Ладно, я пойду тогда. До свидания». Я вышел из класса и направился домой. Все это время в моей голове была пустота, словно убрали затычку, и все мысли вылились через открывшиеся отверстия. Тайну куклы я все же узнал, а легче мне от этого так и не стало. Я понимал, что в глубине души Табуретыч был одинок, и эта кукла заменяла ему и друзей, и семью, и от этого мне становилось грустно. О Витеньке, ясное дело, я никому не сказал. Время шло, мои школьные будни стали течь так же, как и у других. Общение с друзьями, ДЗ, контрольные, игры на компьютере, посиделки с пивом за гаражами. Приближались летние каникулы, чему мы, школяры, были очень рады. И вдруг произошел случай, который буквально всколыхнул нашу школу. В туалете кто-то напал на девчонку из параллельного класса. Уроки тогда отменили. Мы видели, как ее несли на носилках до выхода. Было море крови. Все ее тело было покрыто множеством глубоких красных ран, какие могут быть при ударе шилом или чем-то другим, похожим по форме. От такого зрелища многие, в том числе и я, отвернулись. К горлу подступил комок тошноты. Одно дело видеть все это на экране телевизора, и совсем другое в жизни рядом с собой. Все время, пока врачи несли ее до скорой, она продолжала в истерике кричать о живой кукле, которая хотела ее убить. Затем скорая уехала. Я сразу подумал о Буратинко, внутри стало как-то неспокойно. Уроки в тот день так и не восстановили, и мы горячо обсудили это происшествие, а потом ушли домой. Тогда же, когда я сидел дома, раздался телефонный звонок. Родители пока еще не вернулись с работы, так что трубку снял я. Раздался взволнованный голос Табуретыча. «Симонов, нужно срочно встретиться. Не в школе, а в моем гараже. Записывай адрес». Признаться, в тот момент я сильно трухнул. Я записал адрес и положил трубку. Затем прошел в свою комнату и уселся обратно за стол. Зачем я понадобился Табуретычу? Да еще и в гараже. Это связано с той девчонкой и куклой? А может, он просто решил меня устранить, как свидетеля, и обезопасить свое адское детище? Возникла даже мысль сдать его милиции. Этого я делать, конечно, не стал, о чем в будущем сильно жалел. В тот момент меня охватил мандраж, и я не заметил, как сломал шариковую ручку, которую машинально продолжал вертеть в руках. С одной стороны был страх за свою жизнь, а с другой, будь оно неладно, было любопытство. Наконец, любопытство победило, и я решился встретиться с трудовиком. Надел ботинки, взял с собой на всякий случай нож-бабочку, после чего направился в нужное место. Погода была отличная. Деревья вовсю готовились к лету и обрастались зелеными листьями. Стоял приятный запах свежих желтых одуванчиков и новорожденной зелени. От снега не осталось и следа. Скоро лето и каникулы. Я очень любил гулять в такую погоду, однако в тот момент я счастлив не был. Несмотря на теплое яркое солнце и успокаивающий аромат трав, я ощущал неприятные прохладные мурашки. Металлический гараж Табуретыча нашелся мной в тихом и безлюдном дворике, укрытом кронами большого количества сосен. Трудовик уже встречал меня возле раскрытой железной двери. Я сунул руку в карман и сжал нож, готовясь вытащить его в любой момент. Но Табуретыч не собирался на меня нападать. Или просто делает вид, подумалось тогда мне. Его лицо было бледно-снежного цвета и выражало высшую степень беспокойства. «Он сбежал. Я не могу его найти», – растерянно сказал он мне. «Буратинко?» – вырвалось у меня. «Витенька, он сбежал, понимаешь?» – сказал Табуретыч, торопливо размахивая руками и с паникой в глазах. Только сейчас я заметил, что его правая рука была перебинтована красно-белой марлей.
«Это он сделал?» – решительно спросил я, указывая на руку. «И на девчонку тоже он напал, да? Он всего лишь несмышленый ребенок и не понимает, что делает. Витенька просто хотел с кем-нибудь познакомиться, выйти из подсобки и побродить по школе, но я запретил, вот он и взбесился». На Табуретыча было больно смотреть, по его щекам ручьем текли слезы, чего он, казалось, совсем не замечал. «Мой сыночек Витенька в опасности!» «А я тут при чем? Нужно в милицию позвонить, пусть они разбираются», — сказал я. Мне очень не хотелось во все это влезать. «Нет, не нужно в милицию. Они его заберут на опыты, понимаешь?» — повысил голос трудовик. «Помоги мне его найти, Симонов, а я тебе за год 5 одни поставлю. Договорились? Пожалуйста». Стало ясно, что Табуретыч точно не собирается меня убивать. Во мне вдруг проснулась жалость, и я решил помочь. «Может, его в школе поискать? Вы же сказали, что он хотел по ней походить». «Я уже все обыскал, что можно. Его нигде нет. Он бродит один где-то в городе. А вдруг его машина собьет? Или поймают и разберут на запчасти дети? Что же делать?» «Дети разберут. Ага, скорее он их». Свою мысль я решил ему не озвучивать. «Успокойтесь, давайте поищем его». Попытался я его утешить. Если его в школе нет, то значит он ходит где-то рядом. Но не мог же он далеко уйти, верно? Может, посмотреть? Договорить мне не дал тоненький и писклявый голосок, доносящийся из-за спины. «Папонька, ты предатель!» Я обернулся. Возле входа в гаражный массив стоял Буратинка. Глазки его щурились, смотря на меня, а ротик скривился в гневе. «Витенька, сынок!» – обрадовался Табуретыч. «Заткнись, предатель! Заменить меня решил? Вот этим?» Куколка ткнула в меня своим деревянным пальчиком. «Предатель! Папонька, ты предатель!» Стал беситься Буратинка, злобно прыгая на месте. «Сыночек дорогой, я...» Начал было Табуретыч, но Буратинка прервал его. «Я убью его!» Злобно и пронзительно заверещала кукла и мгновенно прыгнула в мою сторону. Я чудом успел увернуться. Острие носа пролетело очень близко от моего уха. Очевидно, целился Буратинка в лицо. Куколка распласталась по земле, после чего быстро поднялась на ноги. Табуретыч попытался его успокоить. Он встал между мной и куклой. «Предатель! Заменить меня решил?» Меня охватил страх за себя и трудовика. «Симонов, беги! Я попытаюсь его успокоить! Витюша, сынок!» Договорить он не успел. Истошный вопль разнесся по пустому двору, спугивая воробьев и голубей. От его крика резало уши. Буратинка совершил новый прыжок и полетел прямо в Табуретыча. Увернуться тот не успел. Металлическое жало впилось ему в щеку, заставив его охнуть и повалиться на колени. Буратинка вырвался и отскочил назад. По щеке и подбородку трудовика, огибая складки синей кофты и затемняя ее грязновато-фиолетовой дорожкой, полился ручеек крови. «Папонька!» – испуганно взвизгнула дьявольская кукла. «Что я наделал? Папонька! Прости меня, прости!» «Витюша, сынок!» Голос Табуретыча дрожал. Он подозвал куклу к себе. Та уверенно подковыляла к нему, и они обнялись. Я, некоторое время ошарашенный, наблюдал за всем этим, пока Буратинка опять не приковал ко мне свой взгляд. В его глазках вновь вспыхнула ненависть. «Это все из-за него, папонька. Из-за него. Я убью его. Убью!» Витенька стал яростно вырываться из объятий трудовика, но тот держал его крепко. «Отпусти меня, предатель!» – закричала злобная кукла. «Симонов, беги! Я долго его не удержу!» Я побежал. Из-за моей спины продолжали доноситься злобные выкрики деревянного психа. Остановился я только в подъезде своего дома. Все окружающие звуки перебивал шум крови в ушах. Еле как я добрался до своего этажа. Вошел в квартиру и, обессиленный и задыхающийся, рухнул на диван.
Позже мне позвонил Табуретыч, извинялся, говорил, что не знает, что нашло на его Витеньку, просил не выдавать его с сыночком милиции. На все его словесные потуги я сухо отвечал «ладно». В тот момент я твердо решил засунуть свое любопытство куда подальше, пока оно меня окончательно не добило. По окончании разговора я сказал: «Я забываю про вас с Витенькой, а вы забываете меня», и повесил трубку. От случившегося школа еще долго гудела. Приходила милиция, опрашивала, проверяла, дознавала. Чуть не посадили Табуретыча, связав уколы на руке и щеке с похожими ранами девчонки. Однако та отрицала его причастность, и его быстро оставили в покое. Правда, вскоре его все же уволили, так как между собой продолжали шептаться, отчего поползло множество слухов. Осадочек-то остался, как говорится. Когда я последний раз видел Табуретыча, то у меня от его вида аж защемило в груди. Весь бледный и замученный, как мертвец. Похудел, осунулся и обзавелся новыми ранами. Стало понятно, что его сынок над ним измывается. Не знаю, сознательно он это делает или импульсивно, но первые предчувствия, когда я только увидел эту куклу, меня не обманули. От него действительно нужно было ожидать чего-то плохого, ни в коем случае не обращая внимания на внешность и характер ребенка. Впрочем, после той встречи о Буратинко я вскоре перестал задумываться, будучи поглощенным компьютерными играми и посиделками с друзьями. Ровно до того момента, пока не произошел один инцидент. В середине лета на соседней улице нашли труп мужчины с множеством колотых ран. Им оказался Табуретыч. Весь район был на нервах, усилили патрули, искали, но так никого и не нашли. Кто это мог сделать, я прекрасно себе представлял. Пророчество его бабки оказалось верным. Табуретыча мне было искренне жаль. Никому не пожелаешь такого, быть убитым от рук собственного ребенка, пусть и деревянного. Поглощенный отцовской любовью к этой чертовой кукле, он так и не заметил очевидного. Его сынок оказался полным психопатом и не умел контролировать свой гнев. Лучше бы я все сообщил милиции, да только кто бы поверил. После этого я старался лишний раз не гулять, а если все же находился на улице, то всегда был напряжен и смотрел по сторонам. Однако ничего необычного больше так и не происходило. Буратинко окончательно пропал. Может, нашел себе логово, где и сидел, а может и правда дети разобрали или на опыты увезли, как и боялся Табуретыч. В общем, не суть. В моей жизни он больше не появлялся, и это меня прекрасно устраивало. А себя же я еще долго корил за свое неуемное любопытство, которое чуть не завело меня к роковым последствиям. Бывали такие дни, когда нельзя было выходить со двора. В месяц таких было порядка 10. Распознать такие дни мне лично было непросто, но взрослые угадывали их по каким-то своим взрослым признакам. В такие дни жизнь текла своим чередом. Все веселились, громко болтали, играли в игры. Дедушка с папой доставали шахматы, шашки, лото, карты, включали концерты по телевизору. Мама с бабушкой готовили особенно вкусные блюда, и мы ели во дворе под большим черешневым деревом. Но было во всей этой праздничности что-то напускное, напряженное. Бабушка с мамой ходили бледные, с натянутыми улыбками. Они говорили о хорошем, но глаза у них бегали. Папа с дедушкой старались шутить, но все шутки были неловкими и не смешными. Когда им нужно было в такие дни выехать со двора на машине, а это был единственный безопасный способ выбраться наружу в это время, они готовились к этому долго, хмуро и как-то печально. Меня печалило то, что я целых 10 дней не увижу своих друзей. Я даже пытался как-то ослушаться правил и тайком выйти со двора. Владик ведь живет по соседству, 2 минуты от его калитки до моей. Что может случиться? Выйти из двора я не успел. Меня вовремя успела увидеть мама, а папа задал мне хорошего ремня за это. Это был единственный раз в жизни, когда меня били.
Больше я не испытывал судьбу и развлекал себя всем, что было в радиусе нашего двора, от огорода до калитки. Почему нельзя было выходить? Ребенком я этого не знал, а после порки и спрашивать особо не хотелось. Но из родительских разговоров в полголоса на кухне я понимал, что там на улице кто-то есть. И это не обычные для сельской местности собаки или волки, а кто-то другой. С 10 лет забор и калитка тоже стали запретной зоной для меня, и ремень тут ни при чем. В тот день мой мяч укатился к калитке, и я побежал за ним. Я помнил, что как раз сейчас нельзя выходить со двора, но я ведь и не собирался этого делать. Мне нужно было просто забрать откатившийся к забору мяч. Да и день был такой погожий, птицы пели, солнце светило, так что о плохом вообще как-то не думалось. Я подбежал к забору, схватил притаившийся у калитки мяч и уже собирался дать дёру обратно вглубь двора, как увидел, что сразу за забором стоит девочка в повязанном под подбородком платочке и из-под лобья на меня смотрит. Меня так ошарашил ее злобный пристальный взгляд, что я замер на месте, удивляясь даже не тому, что она вышла со своего двора на улицу в такой день, и не тому, что она почему-то стоит у нас за забором и заглядывает к нам во двор, а странной для ребенка ненависти в ее глазах. И чем дольше я на нее смотрел, тем уродливее мне казалось ее лицо. И я понял, что это и не девочка вовсе, а какая-то маленькая, меньше меня, 10-летнего ростом, мерзкая старушонка. «Саша, что такое?» — крикнула выглянувшая из окна мама. Я вышел из оцепенения, круто развернулся и побежал в дом, прижимая к себе мяч. На бегу я успел увидеть, что мама пристально и напряженно смотрит на калитку. Когда я вбежал в родительскую комнату, она все еще стояла у окна. Я кинулся к ней в объятия и затараторил. «Там была какая-то странная бабка, она заглядывала к нам во двор». «О чем ты, Саша? Тебе показалось?» Ласково ответила мама и поцеловала меня, прижимая к себе. Но я слышал, как сильно бьется ее сердце, и помнил, как она смотрела на калитку, когда я убегал, и понял, что она все видела. После этого случая ничего подобного еще долго не случалось. Но на протяжении 10 дней, каждый месяц, я все равно избегал подходить к калитке и вообще старался играть только на пятачке посреди двора. Довольно быстро я заметил, что все мои родные делают то же самое. Не рвут яблоки и груши на тех деревьях, что растут у забора, не обрезают растущие у калитки розы и виноград. Вернее, они этим занимались, но только когда истекали положенные 10 дней, и можно было снова беспрепятственно ходить по улицам и играть везде, где только вздумается. Таким образом, 2/3 месяца жизнь текла своим чередом. Мы ходили в школу, гуляли на улицах, рыбачили на речке, собирали грибы в лесу, а еще треть сидели безвылазно в своих дворах. Только те, кто имел машины, могли выехать со двора. Пока ты в машине, тебе ничего не грозит. Но когда в такие дни я просился с папой и дедушкой куда-нибудь поехать, они хмуро отнекивались и говорили, что я могу всякого насмотреться. Чего именно всякого, я понял в 14. Обычно в эти 10 дней мама и бабушка не выходили со двора, но спокойно работали в огороде, к этому самому двору прилегающим. Потом они и от этого отказались. Случилось это после того, как мы увидели там бабку. Мы тогда ужинали во дворе, когда я услышал какие-то странные звуки, словно кошка пытается отрыгнуть комок шерсти, и увидел, как все смотрят куда-то мне за спину квадратными глазами. Я обернулся и увидел, что по нашему огороду идет согнутая напополам бабка и вся вздрагивает, будто пытается сдержать рвотные позывы. Пройдя еще пару шагов, она резко уперлась руками в колени, и ее стошнило собственными кишками прямо на нашу клубнику. Выблевав 2 метра своего кишечника, она задрала юбку, присела над грядкой, и из нее вылезла еще часть ее кишок. После
Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимое. Сегодня я покажу вам самые страшные видео, которые Although it's an extremely low bar, Edgar seems like the obvious choice for the smartest super mutant behemoth found in Fallout 4. But he isn't the only one to appear in the series that is capable of speaking. I must kill you for science! As actually it's another Edgar, former West Tech scientist Dr. Blackburn, who is even more talkative than Swan. Hoping to improve the FEV virus and reinvent humanity in postal Appalachia, he became his new strain's first test subject. They want proof of our success. And accidentally Fallout's smartest You look very tasty now. and most likely short-lived behemoth. Although it's an extremely Парень устал от городской суеты и решил переехать в Чернобыль. Он поселился в заброшенном доме, закрыл окна монтажной пеной и обустроил спальное место. Чтобы не мерзнуть, он собирает дрова и топит печь, а еду готовит на газовой горелке. Он даже смог провести электричество. По поводу еды он может не волноваться, так как в Чернобыле работает 6 магазинов с продуктами. Парень устал от городской суеты и решил переехать в Чернобыль. Он поселился в заброшенном доме, закрыл окна монтажной пеной и обустроил спальное место. Чтобы не мерзнуть, он собирает дрова и топит печь, а еду готовит на газовой горелке. Он даже смог провести электричество. По поводу еды он может не волноваться, так как в Чернобыле работает 6 магазинов с продуктами. Парень устал от городской суеты и решил переехать в Чернобыль. Он поселился в заброшенном доме, закрыл окна монтажной пеной и обустроил спальное место. Чтобы не мерзнуть, он собирает дрова и топит печь, а еду готовит на газовой горелке. Он даже смог провести электричество. По поводу еды он может не волноваться. Hello, my friends. Welcome. My name is Haley, and today we're going to be doing a baking video on raspberry thumbprint cookies. So this time I recorded quite later than I normally would, and so I had some candles going for the time being, just to keep any harsh overhead light from disturbing the peace of the video. But today we are going to be making some, essentially the cookie is technically, I think, a shortbread cookie, but it is called a thumbprint, and you just saw Squeaker walk back in the background if you didn't see her, my black and white cat. But for today's video, I honestly realized how much I really loved making these cooking videos later at night. It felt very
exact measurements for this recipe, but it will be in the description and I will have all of the necessary ingredients. And I will try to type out the recipe as well, just so you know the steps to take. However, if you just want to follow along with this video, you can do that as well. But there, I remembered I didn't do like a full 4th cup of the
a stroke when you find out how people make bread, because mixing with your hands is not it's not a crazy thing in baking. And I'm also going to show you in just a little bit why it's so important to mix certain doughs with your hands. Just because it's so much more efficient, and a lot of the time there's little pockets. See right there, there's little pockets of flour that can stick to the surface that you find it hard to scrape with a spatula. And so you can use the dough to pick up all of the excess flour and all of the extra dry ingredients. And then at this point, it's a very thick dough and it is ready to be used. And then I wash my hands one more time, just because I have a lot of dough on my hands, under my nails and whatnot. So now we are getting ready for the actual baking. And I apply the parchment paper. I was struggling here. I forgot about this. It was really hard to tear. You just have to do it in like one fast motion. And I wasn't prepared. But then this is when we start to make the little balls of dough. And I just opened the raspberry preserves in preparation of scooping them into the cookies here. And this smelled great. I love this stuff. I've been using it lately in the mornings on pieces of toast just because it tastes so good. And here's when I'm about to start forming the balls of dough. And a lot of the time I have seen people use smaller sizes. Like my mother, she has made smaller sizes of the dough balls, but I personally just